Темная сторона великолепного века. Сюжетный абсурд, исторические ляпы и герои, которые бесили миллионов. Культовая историческая драма «Великолепный век» стала абсолютным мировым феноменом, влюбив в себя аудиторию шикарными костюмами, дворцовыми интригами и масштабом съемок. Однако за золотым блеском дворца Топкапы скрывается огромное количество вещей, от которых у зрителей буквально сдавали нервы. Чем дальше развивался сюжет, тем больше в нем появлялось нелепостей, банальной глупости и сценаристского произвола. Персонажи, которые доводили зрителей до истерики. Главный минус сериала – это герои, чьи действия вызывали у публики не сопереживание, а глухое раздражение и желание выключить экран. Султан Сулейман. Верховный наивняк. Великий завоеватель и правитель земель 3 континентов на деле выглядел как человек, готовый плясать под дудку славянской рабыни Хюррем. Сулейман закрывал глаза на вещи, за которые любого другого человека мгновенно отправили бы на плаху. Он прощал ей прямые манипуляции, устранение неугодных лиц и даже дерзкое вмешательство в государственную политику империи. При этом с собственными детьми и верными соратниками он был слепо честок. Самым тупым и жестоким поступком падишаха стала казнь своего старшего сына Мустафы. Сулейман поверил подброшенным фальшивкам и отдал приказ о ликвидации преемника, даже не попытавшись провести нормальное расследование и выслушать парня. Гюльшах. Беспринципная перебежчица. Служанка Махидевран подкупала зрителей своей тотальной бестолковостью и отсутствием хоть какой-то преданности. Она то клялась в верности своей госпоже, то из-за мелких обид побежала прислуживать Хюррем. Ее хаотичные метания между двумя лагерями, постоянные глупые подставы и стремление выслужиться вызывали у аудитории только отвращение. Махидевран. Королева нытья и неудач. Пожалуй, один из самых раздражающих персонажей. Махидевран годами наступала на одни и те же грабли, плела топорные заговоры, плакала на камеру и моментально попадалась, глупо руша судьбу своего сына Мустафы. Хатиджа Султан. Гипертрофированная истерия. Династийная принцесса из нежной девушки быстро превратилась в психованную, неуравновешенную женщину. Ее постоянные истерики, крики о крови династии и слепая месть превратили персонажа в откровенный раздражитель. Ибрагим Паша. Запредельное высокомерие. Великий визирь губил сам себя из-за невероятного раздутого эго. Его возведение собственных бюстов и притеснение всех вокруг вызывали у публики только отторжение. Нигяр Калфа. Бессмысленные метания. Жизнь Нигяр превратилась в бесконечную цепочку предательств. Она предавала всех по кругу, бегала за Ибрагимом и в итоге скатилась в полное безумие. Детали и сюжетный абсурд, уничтожающие логику. Сценаристы регулярно жертвовали элементарным здравым смыслом ради дешевого драматизма, наполняя сериал забавными ляпами. 1. Дворцовая охрана и дырявая безопасность. Самый охраняемый дворец Великой Османской империи на деле выглядел как проходной двор. В покое падишаха или валиде любой наемник, отравитель или подосланная рабыня могли зайти практически без досмотра. Нападения, поджоги и отравления происходили прямо под носом у стражи. 2. Странная магия и гадалки. Регулярные вставки с колдовством, проклятиями
Гадания на кофейной гуще и с глазами выглядели максимально нелепо для серьезной исторической драмы. Сценаристы пытались списать смертельные болезни и сюжетные повороты на порчу, что полностью выбивало из атмосферы. 3. Анахронизмы и ляпы с декорациями. Создатели сериала не особо заботились об исторической достоверности деталей. В кадрах XVI века зрители регулярно замечали современный паркет, пластиковые окна в зданиях на заднем плане, выключатели, а также корсеты и молнии на платьях султанш, которых в ту эпоху просто не существовало. 4. Возрастной парадокс. Ближе к 4-му сезону зрители откровенно смеялись над гримом. Султан Сулейман и Хюррем старели, покрывались морщинами и сединой, в то время как некоторые слуги и второстепенные герои, например, Сюмбюль-ага, десятилетиями вообще не менялись внешне. 5. Бесконечный бег по кругу в гареме. Десятки серий подряд строились по одной и той же схеме. Соперницы Хюррем подсылают к Сулейману новую наложницу. Хюррем устраивает истерику или устраняет ее. Сулейман злится, затем мирится. Этот конвейер одинаковых конфликтов к середине сериала начал откровенно утомлять. 6. Финальные сезоны и чувство разочарования. 7. Замена актрисы, игравшей Хюррем. В 4-м сезоне стало огромным ударом по проекту, но еще больше зрителей добила беспросветная мрачность финала. Бесконечные казни сыновей, братоубийственная война между Баязидом и Селимом, гибель лучших героев и одинокий, больной Сулейман на троне оставили после просмотра тяжелый осадок. Великолепный век превратился из пышного сказочного эпоса в беспрерывную конвейерную трагедию, где победу одержали самые трусливые и хитрые. Но несмотря на все это, «Великолепный век» остается шедевром турецкого кинематографа и одним из самых любимых и успешных проектов, у которого миллионы фанатов по всему миру. Прошло 15 лет с момента выхода сериала «Великолепный век». Несмотря на это, сериал популярен и по сей день все еще имеет своих поклонников по всему миру среди всех возрастных категорий.